Всем привет! С вами доктор Демченко, врач-невролог, вертебролог, доктор остеопатии, мануальный терапевт, врач спортивной медицины и реабилитации. И сегодня мы поговорим с вами о латеральном эпикондилите или локте теннисиста. Обычно он характеризуется тем, что появляется боль в этой области. Обычно она проявляется, когда мы берем тяжелые предметы или пытаемся делать какие-то движения кистью. Проблема в том, что это заболевание очень распространено и очень редко бывает у теннисистов, потому что теннисисты чаще всего производят много профилактических действий, чтобы оно у него не случилось. Откуда берется это заболевание? Дело в том, что мышцы предплечья очень часто перегружаются при движениях и работе кистью. Например, в зале это часто бывает из-за того, что при нефиксированной кисти мы делаем какие-то тяжелые упражнения. Часто это бывает при ношении сумок из магазина тяжелых, например, подворачиваем кисть очень интенсивно на себя. Последний пациент, который приходил ко мне, попытался покрасить дома забор. Чаще всего это бывает из-за повторяющихся больших нагрузок на предплечье. Когда мышцы предплечья становятся очень забитыми и жесткими, повторяющиеся действия начинают производить большой стресс на крепление этих мышц к костям в области локтя. И происходит частичный надрыв этих мышц, который будет сопровождаться болью. Что делать? Первое. Нужно понять, находятся ли все кости внутри локтевого сустава на своих местах. Для этого необходимо полностью согнуть, полностью разогнуть и полностью повернуть руку внутрь и наружу. Если у вас есть боль именно при движениях и именно в конце амплитуды движения, то, скорее всего, кости внутри локтевого сустава стоят с небольшими подвихами. И хорошо бы их поставить на место. Об этом будет отдельный ролик. Или, если вы не успели до этого ролика, можно прийти ко мне, я сделаю это очень быстро. Второй момент – это работа с мышцами. Для того, чтобы поработать с мышцами, необходимо, первое, их расслабить, и второе, прокачать их в таком режиме, который безопасен для руки. В начале заболевания, когда боль очень острая, необходимо купить ортез, который фиксирует кисть от лишних движений. Причем в продаже вы можете встретить такие ортезы, которые затягивают мышцы в области локтя. Я лично больше люблю ортез, который фиксирует кисть. Снизить нагрузки на руку, промораживать больное место в течение 5-7 минут льдом 2 раза в день и, может быть, даже пропить небольшой курс 2-3 дня нестероидных противовоспалительных препаратов. Также параллельно можно приступать к массажу мышц, находящихся по передней поверхности предплечья. Массаж можно делать как руками, так и различными вибромассажерами. Также хорошо помогает ударно-волновая терапия, иголки, жесткие массажи, продавливание мышц и другие виды пассивной терапии. Когда боль немного спадает и вам уже не больно производить легкие движения рукой, приходит пора для восстановительных упражнений. И сейчас мы разберем эти восстановительные упражнения. Производить мы будем при помощи резинового эспандера. Дело в том, что, как и при любой энтезопатии, то есть проблеме крепления мышцы к кости, наиболее полезным упражнением является негативный повтор, то есть когда мышца работает в уступающем режиме. Для того, чтобы обеспечить такой уступающий режим, мы берем резинку, выставляем кисть в максимальное сгибание, резину натягиваем другой рукой и медленно отпускаем кисть. Дальше мы не тянем резину обратно, а отпускаем ее, кисть свободно переводим обратно, снова натягиваем резину и снова медленно отпускаем. При выполнении этого упражнения не должно быть боли. И самое главное, после этого упражнения должно быть лучше, а не хуже. Если вам хуже после этого упражнения или во время него воспроизводится боль, то, скорее всего, слишком сильная резина или вы слишком рано приступили к его выполнению. Второе упражнение. Сначала поворачиваем руку таким образом, чтобы тыльная сторона предплечья была в сторону потолка. Второй рукой натягиваете резину и медленно отпускаете резину. Снова поворачиваете, натягиваете и медленно отпускаете резину. Можно это делать на столе, для того, чтобы рука была на опоре. Пассивно это будет более удобно.
Повторяйте данное упражнение по 15 раз как можно чаще. Можно даже 5-7 раз в день. Если вам будет слишком легко, вы можете взять более жесткую резину, либо можете сложить ее вдвое, либо использовать специальные резиновые бары. Это такие резиновые трубки, которые дают больше сопротивления на скручивание. После того, как вы полностью освоите упражнение с резиной, вы можете перейти на упражнение со свободными весами или пауэрболом. Об этом мы расскажем в другом видео. Всем спасибо! Если вам помогли эти упражнения, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!